Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.7.10, и сегодня мы рассмотрим оружие и инструменты. По сути, оружие и инструменты здесь делятся на два типа. Это, значит, виверны и дракона. Вот. Виверны — это, по сути, какие-то базовые инструменты и оружие в этом моде. Драконы — это уже продвинутые. Как правило, вот эти вот инструменты и оружие требуют уже каких-то пробужденных слитков, например. Так, ну давайте рассмотрим, чем же особенно инструменты и оружие в этом моде. Давайте начнем с меча. Так, ну, во-первых, вот мы, если берем его в руки, да, мы видим справа такую вот подпись, что область атаки 3×3. Вот, в принципе, это основная фишка вот такого вот меча. То есть он работает по области. Кроме того, любое оружие и инструменты в этой модификации можно подробно настраивать. Для этого давайте зайдем сюда вот настройки, управление. И здесь мы вот видим, да, вот Draconic Evolution, изменение настроек GUI предмета. По умолчанию здесь стоит C, но у меня с другими какими-то модификациями эта кнопка пересекается. Поэтому я поставлю на букву О. И вам тоже что-нибудь рекомендую поставить, чтобы не было пересечения. Когда мы это сделали, можем нажать на О, да, и здесь вот у нас открывается такая вот менюшка, где можем тыкать по нашим, соответственно, инструментам и оружием из этого модификации. И, допустим, вот по мечу. Здесь открывается окно настройки. Вот область атаки. Ну, здесь мы сейчас настраивать мы можем только уменьшать, да, максимально у нас 3×3, минимально 1×1. Вот. Еще видим такую кнопку Inv, это инвентарь предмета. Сюда мы можем класть какие-то книги с зачарованиями. То есть нам не обязательно вот этот меч класть на стол с зачарованиями, чтобы его на что-то зачаровать. Мы можем использовать просто готовые книги и класть их сюда в слоты. И, как видим, здесь до 5, соответственно, зачарований мы таким образом можем сделать. Далее давайте посмотрим на лопату виверны, да, что у нее особенного. Вот, мы уже видим намного больше настроек, да, то есть у нас там есть емкость, у нас есть безопасный режим. Давайте здесь подробно посмотрим. Мы можем настраивать здесь уже скорость, максимальная здесь 100, вот, минимальная, соответственно, ну 0, то есть она по сути не копает. Вот, кроме того, здесь появляется такой безопасный режим. Его суть заключается в том, что если мы его включаем, мы себе на территории что-нибудь не сломаем случайно, если какие-то механизмы стоят. Ну, потом с киркой я это еще покажу. Так, область копания здесь также можем настраивать, но опять же 3×3 и 1×1 у нас только здесь возможно настроить. Тоже есть слоты, соответственно, для зачарований. Так, далее. Давайте лук рассмотрим. Так, здесь у нас уже больше намного настроек. Вот урон, да. Но здесь вот максимально опять же стоит. Вот. То есть даже, кстати, почему-то не получается у меня менять. Ну ладно. Скорость стрелы. Вот. Здесь уже мы можем повлиять. Вот увеличиваем, да, на 100%. Видим, что у нас еще и урон увеличивается. Но обратите внимание на один момент. То есть, казалось бы, да, это же супер здорово взять и просто увеличить себе там скорострельность, там максимальный урон. Но, блин, вы посмотрите, насколько увеличиваются расходы РФ энергии, да, то есть вот так вот у нас там порядка 2000, а вот так вот у нас уже 6500. То есть будьте осторожны с этим, да, не забывайте, что как бы энергия расходуется, и поэтому вам придется, например, какой-то большой запас энергии с собой таскать, например, конденсаторы вот эти, которые мы в прошлом видео рассматривали, да. Вот, так, и далее, значит, что у нас там еще из настроек? Автоматическая стрельба. Так, ну вот я сейчас стреляю, да. Вот, я просто зажимаю правую кнопку мыши и не отпускаю. Видите, он просто стреляет. Если я отключу этот режим, то мне придется каждый раз отпускать и снова натягивать тетиву. Вот, а так он просто стреляет, и стреляет, и стреляет. Вообще, как бы я сейчас нахожусь в креативе, да, конечно, здесь какие-то стрелы требуются. Просто за счет того, что я в креативе, у меня стрелы не требуются. Вот. Но, естественно, мы опять же можем вот этот лук зачаровать, например, на бесконечность, и тогда нам там, допустим, только одна стрела потребуется в инвентаре. Так, еще приближение камеры, ну, думаю, понятно, да, то есть вот приближает камеру, когда мы стреляем. То есть все, вот мы все режимы рассмотрели. Пойдемте посмотрим, что у нас у кирки интересного. Так, у кирки у нас скорость копания, опять же, да, но здесь вот уже стоит максимально безопасный режим. И область копания тоже вот до 3×3. Давайте включим безопасный режим. Вот я продемонстрирую, например. Вот у меня где-то тут сундук был.
Давайте попробую я покопать. У меня как раз режим 3 на 3 стоит. Так, вот видим, да, я по нему стукнул, и что написано в чате. Действие было отменено, так как обнаружен механизм. То есть так просто я не смогу скопать. Вот если какой-то в качестве препятствия будет какой-нибудь механизм. Вот. То есть не натуральный блок. Вот так вот. Очень полезно, если вы где-то на базе у себя ковыряетесь, да, чтобы там не поломать себе какие-нибудь заводы, например. Так, но если вот этих настроек вам мало, если вот этого всего вам мало, вы можете еще воспользоваться. Я тут не случайно поставил такой модификационный стол. Естественно, мы все это можем модифицировать. Так, тут у меня уже, в принципе, он стоит. Ну, давайте куда-нибудь на светлое место поставлю. И поковыряемся в настройках. Так, вот, допустим, меч Виверны. Мы видим 3 слота у нас, да, доступно. Ну и, по идее, все инструменты из Виверны имеют 3 доступных слота для улучшений. Вот, ну давайте, наверное, с киркой поразвлекаемся. Значит, 3 слота. Вот, слоты означают, что мы, соответственно, вот какие ядра мы можем использовать. Для, соответственно, инструментов и оружия уровня Виверна у нас улучшение возможно только с ядрами дракона и ядрами Виверны. До 3 штук, вот мы можем с этими параметрами поиграться. Можем вот так сделать, можем вот так. Вот, естественно, чем более продвинутое ядро мы используем, тем сильнее будет эффект. Мы можем прокачать емкость, мы можем прокачать, например, скорость копания, мы можем прокачать область. Вот если мы, например, полностью область вкачаем. Так. Кстати, здесь получается у нас какое-то ограничение, да, вот. Да, вот здесь у нас получается максимально, можно 2 вставить, и тогда у нас будет область 5 на 5. Так, мы можем, например, что-нибудь еще вкачать, например, скорость, да, себе поставить. Вот, или, например, большую емкость, больше запас по емкости. Все, и вот так у нас кирка стала более продвинутой. Стала копать 5 на 5. То же самое можем проделать, например, с луком, да, опять же 3 доступных слота. Так, здесь мы можем прокачать урон, да. Вот мы видим, что основной урон по умолчанию у нас 2. Так, можем, по идее... Так, сейчас поиграемся. Странно, что он как бы не изменил. Так, скорость стрелы. Да, вот можно скорость точно поменять, сделать. Вот смотрите, какую скорострельность, да, плюс 400, например, вообще. Так, и... Так, ну тут можно прям полностью вкачать, например, скорострельность. Можно скорость натяжения. Так, и емкость опять же прокачать. Так, странно, что на урон не влияет. Ну ладно. Давайте, например, скорострельность и посмотрим. Так, ну это надо настройка, конечно, включить, пардон. Так, модификатор скорости. Давайте его на максимум поставим. Так, у меня стоит автоматическое. Все прекрасно, давайте. Ну, он должен, по идее, быстрее стрелять. Вот. И еще, по-моему, пропустил этот пункт, да, взрывная сила. Тоже можно либо 0 по умолчанию, да, то есть он никаких взрывов не создает, вот если мы так стреляем. Вот, но можно также сделать, конечно же, взрыв. Вот. Например, вот так вот. Вот такую штуку он творит. Смотрите. Ничего себе, там вот смотрите, что творю вообще просто. Но не забывайте опять же про один момент, что с одним таким взрывом вы расходуете огромное количество просто энергии. Посмотрите, 4 миллиона. Ну, возможно, это какой-то баг. Мне не кажется, что он так много расходует. Все-таки у меня емкость там всего 1 миллион. Скорее всего, немного некорректная информация, но я уверен, что все равно расходы большие там будут. Но я еще просто в креативе стреляю, на самом деле. То есть, может быть все-таки жрет много. Ну, посмотрите, что он просто творит. Так, ладно. Давайте еще посмотрим, что там можно сделать с инструментами. Так, у лопаты также можно прокачать область, да, 5 на 5. Скорость копания, ну и емкость там, например, увеличить, если вам мало, хотите более емкую. Если не хотите с собой конденсатор еще таскать, можно емкость прокачать. Так, ну и, соответственно, у меча. Так, по идее, урон можно увеличить, стандартно у него 20, да. Можно до 50, например, вкачать, что здорово. Можно, так, прокачать, опять же, площадь, аж 7 на 7, с ума сойти, да. Вот, ну как-то поиграться с параметрами, что-то для себя оптимально подобрать. Окей. Так, я хочу еще сразу показать такую вот фишку. Как я и говорил, да, мы, соответственно, имеем там дополнительный интерфейс для того, чтобы книги класть. Вот, давайте я покажу. Так, например, сейчас вот мы посмотрим. Так, у нас тут что? Острота, удача, жнец. Ну, допустим, вот если мы возьмем
меч, да, мы его можем прокачать на что? Например, на остроту или на жнеца, да, пожалуйста, кладем, все, это можем. Если мы попробуем какой-то несовместимый чар, у нас ничего не получится, вот. Ну и, соответственно, то же самое для кирки, например, можно использовать ту же логику. Возьмем у кирки, прокачаем, да, там, зачарим ее, например, на удачу, вот так вот. Другие чары будут несовместимы. Но есть еще одна фишка, смотрите. Вот если у вас есть стол зачарования, естественно, вы можете также зачаровывать, как и обычные предметы, да, там класть на стол. Но, что интересно, естественно же мы, как бы, если делаем такое зачарование, мы получаем только те чары, которые совместимы именно с этим инструментом. Вот, и тем самым мы можем получать, например, так, мы можем получать вот такие вот книжки, которые именно нужны, соответственно, для какого-нибудь инструмента или оружия. Это особенно актуально, если вы, например, хотите получить жнеца. Потому что, например, в Ender.io у нас есть зачарователь, да, про котором я говорил в предыдущих гайдах, с помощью которого такие книги можно производить, типа удачи, там, например, остроту, можно, в принципе, скрафтить. Но жнеца по умолчанию, по крайней мере, на той сборке, в которой я играю, вы не сможете жнеца получить, поэтому его нужно только добывать вот так вот через стол зачарования. И процесс намного упрощается, если вы, естественно, будете использовать, например, меч, да, у которого ограниченный набор этих книг. То есть вы не какие-то прям супер рандомные будете получать, а уже какой-то набор более ограниченный по зачарованию. Поэтому, например, жнеца таким способом вы сможете получить гораздо быстрее. Вот такой вот небольшой лайфхак. Так, далее. Перейдем к более продвинутому оружию. Так, естественно, здесь есть все аналоги, да, то есть если мы тут меч, лопату, кирку и лук Виверна рассматривали, да, естественно, все это здесь есть у дракона. Так, ну и кроме того у нас, например, добавляется топор, и еще у нас тут мотыга есть, вот. Естественно, здесь логика такая же. Вот, например, у кирки также можно открыть инвентарь. Так, и здесь тоже вот много чего. Но у драконовских инструментов и оружия добавляется, ну, у инструментов добавляется еще такой вот, соответственно, режим фильтр. Если мы его включаем, вот, мы можем настраивать, соответственно, фильтрацию. Так, сейчас еще раз зайду в настройки. Вот когда здесь переключаемся, да, здесь опять же вот книги можно зачаровывать, да, этот инструмент. Но тут еще, видите, такая вот, соответственно, зона, мы можем сюда какие-то блоки указывать и, соответственно, отфильтровывать. То есть, если мы где-то копаемся, например, в шахте и не хотим много булыги, мы можем, соответственно, поставить такой вот фильтр и избавляться от лишних ресурсов. Это очень удобно, как мне кажется. Так, также обратим внимание там на, соответственно, параметры, да, то есть у нас по умолчанию там область копания там 1, заряд 10 миллионов, там скорость такая-то. Так, и максимально мы, например, по умолчанию можем прокачать, так, скорость копания, ну, как обычно, 100%, безопасный режим. Также можем включить область копания, здесь у нас уже 5 на 5 стандартно идет. Ну, естественно, с помощью ядер мы можем прокачать еще сильнее. Кроме того, здесь добавляется глубина копания, то есть, ну, здесь по умолчанию единица, но мы можем это вкачать. Так, возьмем, давайте сразу посмотрим. Глубина копания максимально. Здесь уже, видите, добавляется для драконьевых возможность с помощью таких вот пробужденных ядер качать. Так, максимально, обратите внимание, у нас уже 6 слотов на драконьевых инструментах и оружии. Так, ну и давайте что-нибудь покачаем. Так, у нас здесь вот тоже максимально 2 можно, то есть максимально мы, так, вот на такой уровень. Так, а область копания, какой у нас максимально можем вкачать, ну-ка, тоже по 2. Так, хорошо. Ну тогда 2 сюда, например. Так, и можно, например, на скорость или на емкость еще вложить. Вот, и вот так мы вкачаем на максималку у нас кирку. Так, какие у нее получается теперь параметры, посмотрим. Так, область копания мы можем сделать 9 на 9, например, да, уже с помощью такой вот кирки. Обалдеть, просто 9 на 9. Глубину копания до 5 блоков можем прокачать, вот. И давайте что ли копнем ей все-таки где-нибудь подальше от демонстраций. Ну, например, вот здесь вот. Ну-ка. Так, вот она глубоко копает. Так, и надо переключиться, да, нам, наверное. Shift, правый клик, мы переключаемся. Так, наверное, все-таки стоило глубину отключить. Сейчас, я все-таки хотел по площади показать. Ну-ка. Так, и, наверное, еще... Сейчас, я думаю, стоит переключиться в режим выживания. Ну-ка. Что-нибудь происходит?
Чего-то не хочет. Не хочет так копать. Вот это интересно. Ну-ка. Землю она не хорошо копает. Ну, понятно. Ладно. Ну вот, пожалуйста, копает какую огромную площадь просто. Ну и расходует, конечно, энергии колоссально. Вот такая вот классная кирка. Так, лопата тоже можно продемонстрировать, да? Вот. По умолчанию у нас получается, так, скорость в область копания. Давайте увеличим на 5 на 5. Как много, да? Так, и сейчас я переключусь. Вот, пожалуйста, что творит. Вот такая вот лопата. И еще обратите внимание, ее можно с помощью, опять же, ядер прокачать. Так, ну здесь у лопаты, в принципе, тоже добавляется просто вот, в отличие от коллеги из Виверны, тоже фильтр есть, да, можем отфильтровать. И так, тоже глубина копания добавляется. Так, дальше давайте посмотрим. Сейчас я тут освобожусь, наверное, хотя бы немного разгружу инвентарь. Так, мотыга. Мотыга здесь появляется. Ну, собственно, давайте посмотрим, насколько ее максимально можно вкачать. Так, ну здесь всего настройка только области копания у нас и емкости. Давайте поставим на максимум. И просто ради интереса, сколько там максимум площадь можно сделать. Область копания у нас 11 на 11. Просто спахать так спахать. Вот эта зона вообще. Сразу раз и под готовую ферму, например. Так. Это мы рассмотрели. Так, ну давайте топор посмотрим, что у него там за режимы. Так, у топора, соответственно, есть скорость копания, также безопасный режим, область копания, глубина копания, что мы уже знакомы, да? Но появляется еще свой такой режим дерева. По идее, он должен сразу срубать дерево целиком. Попробуем. Так, ну, хотелось бы, наверное, сейчас опять продемонстрировать это в режиме выживания. Ну-ка. Ну вот, да. Достаточно быстро рубит дерево. Ну, все-таки, честно говоря, я больше фанат какого-нибудь, не знаю, топора из ботании или что-нибудь типа топора из Таункрафта, да, там потока. Ну, тот тоже интересный такой топор. Вот тоже рубит достаточно быстро и эффективно. Так. Ну и осталось, что у нас тут еще? Меч посмотреть. Так, меч у нас. Область атаки здесь, как я понимаю, только настраивается. Так, ну и давайте просто ради интереса посмотрим, насколько максимально можно его область атаки прокачать. Так, область атаки. Мы можем еще, кстати, урон качать. Ну-ка, сколько мы можем урон максимум? О, мы можем сюда 4 ядра зарядить. Так, и ну-ка, у нас по умолчанию 120. Прошу прощения, 40, а можем прокачать до 120. Обалдеть. Так, область атаки. Здесь как раз только 2 ядра ставится. Так, ну и давайте вот вкачаем его на максимум, посмотрим, что у нас будет происходить. Так, область атаки. 11 на 11. Ну, просто какой-то вообще разнос будет, если там много мобов, да. Давайте что ли попробуем, не знаю, кого-нибудь призвать. Криперов. Кто у нас не боится света, например. Ну-ка. Получится что-нибудь? О, смотрите, ничего себе. Еще хочу. Ну-ка. С ума сойти просто. Ну, честно, не знаю, тут прям 11 на 11 ли зона, но убивает очень много мобов сразу. Так, ну и остался лук. Давайте посмотрим, что у него новенького. Так, смотрите, сколько настроек. Опять же, вот основной урон можно настраивать, да, там, естественно, я думаю, это можно прокачивать. Давай поковыряемся в его настройках. Также вот, да, основной урон можно прокачать, вот этот. Ничего себе, посмотрите, насколько. 20 единиц. Так, что еще мы можем? Например, скорость стрелы, опять же, да. Причем тут достаточно значительно можно, да, ускорить все это. Здесь на 4, например. Так, здесь у нас скорость натяжения. Одно ядро можно поставить. Так, а энергия. Ну, прям все 6 ядер можно в энергию зарядить. И у нас емкость возрастает, вон, посмотрите, насколько. То есть, получается, в 13 раз. Ну, я не знаю, я бы вкачал, например, ему по максимуму урона и что-нибудь еще накинул бы куда-нибудь ядро, там, не знаю, на емкость или на скорость стрелы, например. И будет такой охрененный лук, с которым можно идти, например, на дракона хаоса, да? Вот. Ну, когда мы будем охотиться на хаос, я думаю, мы еще к этому луку вернемся. Так, и осталось, что у нас?
Так, мы все рассмотрели. Да, топор рассмотрели, меч рассмотрели, кирку смотрели, лук дракона. Все, кажется, мы все посмотрели. Вот, ну, вообще говоря, так, вот эти вот стрелы еще есть такие, но, к сожалению, вот они здесь у нас запрещены. Вот, они, по идее, должны какие-то удары создавать. Вот, если у вас разрешены, можете попробовать с ними побаловаться. Так, еще остался из инструментов став, но я думаю, что его нужно будет в другом видео рассмотреть, потому что здесь и так уже слишком затянуто получилось. Вот, в следующем видео как раз рассмотрим став и, собственно, броню, которая появляется в этом моде. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания, жду вас в следующих сериях. Пока.